Друзья, всем привет! Прошло 2 недели, и мы вновь встретились на заседании нашего светского клуба. Сразу после анонса, уже традиционно, вы увидите, каких успехов мне удалось достичь в вышивке большой картины «Базарный день». Да, друзья, размером в 346 450 крестиков. Я вышиваю на аиде 18 каунта, 200 цветов используются в работе, больше половины из которых – бленды. И да, друзья, я постараюсь снять видео по вашему запросу о том, как я вышиваю, делаю закрепки, протяжки. Вот только приноровлюсь. Дело в том, что в одной руке я держу телефон, камеру. Сложновато будет продемонстрировать всю мою виртуозность священнодействия на конве. Одним словом, мне надо над этим подумать. Затем последует рубрика «История под вышивку», во время которой мы совершим с вами очередное путешествие к тайнам и загадкам древнего мира. На территории нынешней Италии в конце второго тысячелетия до нашей эры возникло мощное государство Этрурия. Представления об облике этого народа дают многочисленные портреты из гробниц, но установить этнические связи этрусков пока не удалось. Жители Этрурии занимались наукой и были прекрасными ремесленниками, владели могучей армией и флотом, многие века наводившими ужас на соседние земли. И вдруг все кончилось. Ушло могущество, а вместе с ним исчезли и сами этруски. Возникают вопросы, почему исчезли этруски, откуда они пришли и вообще, народ это или сословие? Что говорят античные авторы об этрусских женщинах? Почему не убивали жен этрусков? Эти и многие другие загадки древнего мира мы и рассмотрим, друзья, с вами во второй части видео. А сейчас вышивка. 26 апреля и новый вышивальный двухнедельный период. Вот с таким результатом стартую. Вчера монтировала видео об Александре Македонском, восстанавливала результаты слетевшей саги. Вышивать не получилось, поэтому стартую сегодня. Да, друзья, спасибо большое за ваши советы, участие, за ваши рекомендации и переживания по поводу моей ситуации с сагой. Колоссальная для меня поддержка. Большое спасибо. Да, мне все уже благополучно удалось восстановить. Значительная часть данных все-таки была сохранена в дропбоксе. Даже не знаю, что меня сподвигло на эти действия. Стрессовых ситуаций, конечно, хватает. Просто надо чаще сохраняться. Какое хорошее слово. В чем основная сложность была? В хаотичном расположении, я бы даже сказала расползновении, крестиков за пределами выделенной для них резервации. Во избежание по окончанию работы видимых четких границ между вышиваемыми площадями, их границы достаточно преломить 2-3, ну, 5 крестиками. А нет, в моем случае это случается до полного окончания нитки или какого-то элемента. Или просто, чтобы побольше вышить. Вот так, друзья, и образовались плеяды крестиков на неразмеченных просторах канвы, с которыми в нагрянувший час икс мне и пришлось усиленно повозиться. Но хорошо то, что хорошо кончается. Я продолжила вышивать, и плеяды крестиков, как видите, никуда не рассосались. Да, а продолжают формироваться на новых участках. Ну что ж, в таком случае дропбокс и терпение, в случае чего мне в помощь. Суббота, 26 апреля, и мне удалось вышить за этот день 1315 крестиков. Вот такой замечательный результат. Посуда, ну практически здесь немножко еще справа. Вышью. Ну, а остальное, конечно, усеянная площадь соломой. Вот солому эту я здесь топчусь на месте по этим единичкам, сплошным россыпям.
Вот, все стабильно, все привычно, все присуще многоцветке. Да. Надеюсь, что мне удастся отдохнуть на юбочке N. Хотя здесь идет рисунок, который тоже состоит из разных ниточек и единичных крестиков. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, 27 апреля, воскресенье. И участок завершен. Все. Конечно, как я хотела, посуда не завершилась еще. Поэтому я перемещаюсь вправо и буду вести ее к завершению, к полному окончанию. А также здесь появится N. Да, ее юбочка и ножки в белых чулочках. И самая крупная группа стежков будет состоять из 82 крестиков. Да, друзья, выделенная область обещает быть напряженной. Но мы справимся. Уже вышито немало здесь. Сейчас я скажу, сколько уже здесь вышито. 781 крестик. И осталось 1719 вышить. За вторник и среду в общей сложности вышито 1000 крестиков. Вот так проявляется N. Уже ножка хорошо видна в чулочке. Здесь один башмачок, второй будет. Площадь вся усеяна просто единичками и россыпью. Долго нужно собирать все воедино. Красивая юбочка терракотовая проявляется. Ну так, продолжим вышивать дальше. Как интересно, осталось вышить вот эти дырочки на юбочке. Это все крестики одного цвета. И вот обратите внимание, вот казалось бы, да, узор идет темного цвета. Сейчас максимально приближу, не знаю, видно, интересно будет вам или нет. Насколько многообразен по цветам этот узор. То есть не просто черный или темно-синий. Здесь используется масса, друзья, цветов, масса. И коричневые, и серые, и светлые, и темные, и бордовые. В общем, по вот этому рисунку идет масса разноцветных оттенков нити. Вот так. Все. Сейчас буду вылавливать. Так, четверг подошел к концу. За сегодня мне удалось вышить 1220 крестиков. Все, как видите, и соломку подстелила, и N практически готова. Она вышла у нас за пределы выделенной области снизу и краем юбочки справа. И что самое главное, друзья, и очень радует меня, полностью готова посуда. Такой необходимый предмет повседневной жизни, пользующийся постоянным спросом. Sortez. И требующий бережного к себе отношения. Теперь давайте посмотрим, что я буду вышивать на данном выделенном участке. Так. Оп, а нет, друзья, я думала с посудой, все нет.
Нет, не все. Здесь нас ждет, друзья, огромный кувшин. В него, видимо, и будут бросать кости Дуремар с Карабасом-Барабасом. И, конечно, захвачу же окончательно низ юбочки Н. Этот участок обещает быть полегче предыдущего. Здесь, как мы видим, несколько символов, в которых крестики будут содержаться в количестве за 100 штук. Масса единичек будет. Сейчас я не по нарастающей, а наоборот по убывающей. Но все равно, друзья, вы знаете, этот участок полегче. Во-первых, не настолько он, как мне кажется, многосимвольный. Обычно я листаю долго, и вот он, начало. Да, разнообразные, многоцветные, есть яркие и коричневые, и зеленые, салатовые, бежевые, все возможные цвета, от бледных до ярких и средних, темных, светлых. Да, но участок все равно мне почему-то кажется, что будет не особенно сложным. Посмотрим. Так, и итог за сегодня 1130 крестиков. Вот так, друзья. Вот он кувшин. Юбочка полностью готова, абсолютно. Вот такая красота. Все. Пора на сегодня заканчивать. 3 мая принес 900 крестиков. Вот настолько наполнился наш кувшин. Да, друзья, участок очень легкий. Сплоченные группы крестиков. Особенно, как видите, на кувшине. Вот они кругом хороводы водят вокруг светлого белого пятна. Все расширяется и увеличивается кувшин. Ну, россыпь, конечно, была там, где вышивается бочка, само собой. А так, кувшин, тоже островок, отдыхалочка получается. Ну, на сегодня все. И батарея разряжается, все разряжается. Пора отдыхать. Все, готов еще один эпизод картины. Перед нами вот такой вот замечательный кувшин. Красота! В нем хранится молодое вино, которое Пегати со своим мужем Адриано собственноручно, а возможно и собственноножно, производят из личного винограда, выращенного на собственных виноградниках. Вот такая красота. Так, а сейчас мы передвигаемся снова вправо, размечу следующую область 2500 крестиков и продолжу вышивать. Посмотрим сейчас, что именно. Вышивать я буду бочку, заканчивать ее, и захвачу часть корзины с овощами. Бочка, как мы знаем, у нас выполняет роль прилавка. И завершит этот участок самая крупная группа стежков, состоящая из 171 крестика. Обычный, можно сказать, участок. Конечно, встретят нас единички, несколько,
И двушки тоже несколько, как мы видим. Трешки. Все присуще многоцветной вышивке. Да, потому что будет вышиваться корзина, плетение, конечно. Это сплошная россыпь. Я уже знаю эти плетенки, как вышиваются. Ну ничего, быстрее начнем, быстрее закончим. Ну вот, немного повышивала и новую область выделенную. В итоге за сегодня 500 с небольшим крестиком вышито. Все, на сегодня все. За 5 мая корзина прибавилась у нас на 700 крестиков. Вот она, ручка хорошо у нее видна уже, ободок. Ну и далее будем ее плести вниз. Конечно, и бочка. И она хорошо тоже уже постепенно засыпается крестиками. 6 мая 1500 крестиков завершили данную выделенную область. Вот такая красота получилась. Бочка, корзина, кувшин, как настоящие. Но, конечно, как и ожидалось и предполагалось, корзина вышивалась сплошной россыпью. Абсолютная россыпь. И многоцветие. Сейчас приближу, не знаю, видно будет или нет, друзья. Но это не просто рыжие, золотистые, коричневые цвета. Отнюдь. А так и не скажешь. Чуть поодаль. Красота. Все, двигаемся вправо. Вышивать я продолжу корзину. Корзину в корзине. Здесь малая корзина с овощами, которая стоит на большой корзине. И зеленотворный овощ какой-то. Даже не знаю, что это такое. Лохматое, пушистое. На брокколи вроде бы не похож. Листья какие-то, видимо. Ну, что-то пищевое. Ой, а корзина-то это, оказывается, какая прозрачная. Я думаю, что такое разнообразие и россыпь стежков. Вон просматривается вот это кольцо, которое обрамляет корзину. Вон оно видно с той стороны, с обратной. Просматривается. Такая красота. 7 мая. И плюс 720 крестиков, да. Новый овощ у нас появляется. И плетется корзина. Вот она. Здесь, конечно, разброс ощущается по-прежнему. А вот здесь зеленые крестики зеленых оттенков, всевозможных светлых и темных, они сплоченными группками крестиков вышивались. Посмотрим, как будет далее. Еще день и еще 500 крестиков. Растет корзина. Зеленый овощ загадочный. И теперь, друзья, общий кадр и итоги в цифрах. Вышито уже 46,8% картины. В крестиках это составляет 162 180. За прошедший период мне удалось вышить 9700 крестиков. И впереди еще нас ждут 184 270 крестиков. Вот эту часть я, получается, вышила. Все. Горизонт, друзья, так и остался впереди, но цель все более обозрима. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы подошли с вами ко второй части видео.
Спасибо еще раз, друзья, за ваши просмотры, лайки, подписку и комментарии. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Политическая мимикрия этрусков. Из скудных обрывков сведений, легенд и преданий сложилась общепризнанная картина. В конце второго тысячелетия до нашей эры на территории нынешней Италии между реками По и Арно возникло мощное государство Этрурия. К началу VIII века до нашей эры оно подчинило себе не только Апеннинский полуостров, но и основало колонии на островах Адриатики и Тиренского моря. Этруски воздвигали величественные города-цитадели. Власть была в руках родовой и военной аристократии и возглавлялась выборным царем Лукумоном. 12 этрусских городов составляли федерацию. Сколько было таких федераций, неизвестно. О физических характеристиках этрусков известно мало. Судя по цифрам, фигурирующим в текстах надгробных надписей, средняя продолжительность жизни этруска, будь то мужчина или женщина, составляла примерно 40 лет. Средний рост мужчины равнялся 164 сантиметрам. Ученые предпринимали попытки установить этнические связи этрусков, используя для этого различные методы, от измерения черепов и скелетов до изучения групп крови нынешних обитателей региона. Однако ни один из методов не оправдал себя полностью. Чтобы получить представление об облике этого народа, лучше всего взглянуть на многочисленные портреты из гробниц, демонстрирующие широкое разнообразие физических типов, и не делать поспешных заключений относительно их расового происхождения. Жители Этрурии были превосходными математиками, астрономами, архитекторами. Жрецы производили хирургические операции с применением обезболивания. Протезировали зубы, причем применяли для этого золото. Зеркала, светильники и треножники этрусских ремесленников знал весь античный мир. Не говоря уже о ювелирных изделиях, они были просто великолепны. Могучая армия и флот многие века наводили ужас на соседние земли. И вдруг все кончилось. Ушло могущество, а вместе с ним исчезли и сами этруски. В V веке до нашей эры возвысился Рим и вытеснил этрусков с исторической арены. Но, как это порой бывает в истории, очень многое римское оказалось заимствованным у этрусков. Религия, культура, экономика. Римляне переняли некоторые наиболее яркие этрусские традиции, включая инсигнии, символы царской власти, которые впоследствии стали символами римских магистратов. По утверждению Ливия, принимая царские саны 12 ликторов, Ромул следовал этрусским традициям, а курульное кресло и тога протекста, также пришедшие из Этрурии, были среди регалий римских магистратов. После установления республики у ликторов появились фасции, пучки прутьев с воткнутыми в них топориками, которые они несли перед консулами. Дионисий Галикарнасский рассказывает, как Луций Тарквиний-старший одержал победу над этрусками, и те преподнесли ему символы царской власти. Золотую корону, трон из слоновой кости, скипетр с орлом на набалдачнике, пурпурную тунику, украшенную золотом, и расшитую пурпурную мантию. Античные авторы могут ошибаться в деталях, но в целом римский церемониал вряд ли сильно изменился со времен Тарквиния. Археологические раскопки наглядно подтверждают, что этрусские в самом деле использовали много из приписываемых им регалий. Геродот полагал, что этруски пришли из Малой Азии, но в таком случае на Апеннинском полуострове не могло быть групп этнически близких этрускам. Однако такие народы существовали – оски и умбры, земли которых примыкали к этрусским, а на северо-западе и западе – лигуры и беры. Была даже выдвинута гипотеза, что этруски – это тот же умбрский язык. Неужели из Малой Азии пришли вместе с этрусками умбры и оски, лигуры и беры и ряд других племен? Или этих племен не было, они вообще не существовали? Историк Тытливый писал о том, что венеты – это троянцы,
Они приплыли из горящей Трои и заняли угол морского залива. Кроме того, между Альпами и Адриатическим морем среди венетов жил народ, родственный этрускам, зовущийся Евганеями. Евганеи переводится как «благородные», но ведь такое название более уместно для сословия, нежели народа. Попробуем более подробно остановиться на ряде определений. Латинское слово «нация» или греческое «этнос» дословно означает «народ, племя». В толковом словаре понятие «народ» объясняется как люд, народившийся на известном пространстве. В древности любая общность людей, имевших право собственности на конкретную землю, вполне могла называться народом. Не будучи самостоятельной этнической группой, то есть не имея никаких отличительных признаков, такой народ, скорее всего, больше соответствовал современному понятию род, клан или сословие. Так что в современном понимании таких народов, как этрусские, аравны, иоски, умбры, сабины, галлы, латиняне и другие, не существовало. Может быть, эти народы были всего лишь сословиями одного этноса. Оски и умбры – жреческое сословие, сабины – военная аристократия, галлы – жреческо-медицинское сословие и, наконец, этруски – царско-жреческое сословие. А вот латиняне в прямом смысле народ. Это было низшее сословие свободных людей. Они не являлись благородными, не могли иметь оружие, входить в воинское сословие. В мирное время пахали землю или привлекались к тяжелым работам. Но как объяснить тот факт, что этруски имели свой язык, а сабины даже целую группу языков? С незапамятных времен существует большое количество искусственных языков, которые лингвисты называют условными. В древности они именовались арго, дословно язык посвященных. Эти языки необходимы были для языковой изоляции говорящих от остальной части общества. Естественно, что царско-жреческое сословие этрусков говорило на двух языках. С народом на языке этноса древней латыни, между собой на условном тайном языке, дабы посторонние уши не понимали сословных тайн. Алфавит этого тайного этрусского языка строился на астрологических символах. Как же их расшифровать? Возможно, ключ, а точнее болванка ключа к прочтению этрусских надписей, скрыта в литературе, посвященной тактике этрусской конницы. Для противника эта тактика была ошеломляющей и загадочной. Этрусские стратеги при помощи сигналов горна руководили боем с возвышенности. Но если складывалась неожиданная ситуация, информацию о которой невозможно было передать сигналами горна, командир вручал донесение ангару, конному вестовому, и тот во весь опор гнал скакуна, в считанные минуты доставляя донесение, представляющее собой деревянный кубик, на каждой грани которого была нанесена буква или цифра в виде точек. По-этрусски он назывался тессера, и читать донесение нужно было, поворачивая грани кубика в определенной последовательности. Но ведь тессеры использовались и как инструмент для предсказания судьбы. Предсказание выполнялось броском 3 тессер. Жрец объявлял результаты прорицания стихом. Каждая строчка была обязана состоять из 6 слов. Если требовалось прорицание записать, то запись велась в 3 строки следующим образом. В первой строке буквы писались слева направо, во второй строке справа налево. Буквы имели соответствующий записи вид. В третьей строке в зеркальном отображении. Порядок записи каждой буквы и каждого слова в каждой строке при написании и прочтении подчинялся последовательности граней тессеры. Способ записи – одна из сложнейших задач при расшифровке магических текстов. Недаром кумская Сивилла, показывая на разложенные листки с записями судеб, предупредила Энея, что если их перепутает малейшее дуновение эфира, то уже никто не сможет разложить их в нужном порядке. Вопросы дешифровки этрусских текстов – это тема специального исследования. Нас же пока интересует вопрос, почему исчезли этруски.
Еще античные философы исследовали причины, влияющие на жизнь народов, на сохранение их культуры, языка и численности. Обобщая эти рассуждения, можно сделать вывод, что исчезновение народов необходимо подразделять на условные и фактические. Условные исчезновения – те, когда народ не уничтожается физически, а в силу определенных причин меняет свое название, как бы исчезая. Признавая фактор владения землей главным в сохранении культуры и языка народа, Страбон пишет: то же самое случилось с афинянами, которые занимали почву тощую, каменистую, не подвергаясь неприятельским вторжениям, ибо никто их не вытеснял из населяемой ими страны и не помышлял овладеть ею. Это именно обстоятельство и было, по всей видимости, причиной, почему афиняне, несмотря на малочисленность, сохранили свой язык и свою народность. Фактическое исчезновение народа обуславливается его физическим уничтожением, а причина подобного явления всегда одна – агрессия. Армия государства-захватчика по мере своего продвижения либо уничтожала коренное население, сгоняла с земель, либо обращала в рабство. Уничтожению в большинстве подвергались мужчины, а женщины становились рабынями. Но как объяснить исчезновение с лица земли некоторых народов без внешней агрессии? Объяснение, увы, простое. Речь может идти только о внутренней агрессии, социальной революции. Распри между высшими и низшими сословиями, как правило, не заканчиваются мирно. И тогда государство начинает рушиться, а большая часть общества, мстя высшим сословиям, уничтожает их. Этому явлению способствует один важный момент. То, что добывание средств к существованию собственным трудом начинает признаваться делом, достойным раба, и более унизительным, чем грабеж. Поэтому предреволюционная ситуация легко угадывается по резкому снижению производительности труда. Так вот, этруски могли исчезнуть в результате внутренней агрессии, социальной революции. Когда в 510 году до нашей эры в Риме вспыхнуло восстание, гнев народа обратился против царей, а царями были этруски. Восстание разрасталось, захватывая все новые города и федерации. Обособленностью каждой федерации можно объяснить и то, что эта революция продолжалась почти 2 века. Этруски сопротивлялись, и их уничтожали. Правда, только мужчин. Почему не убивали жен этрусков? Несомненно, этрусские женщины, в отличие от гречанок и римлянок, занимали в обществе определенное положение. Нередко для женщин в гробницах отводилось почетное место. Можно также обратиться к историям об этрусских женщинах, которые вышли из-под пера римских авторов. Римлянам чрезвычайно трудно было представить себе поведение женщин, настолько расходившееся с их собственными представлениями. Танок, велитрусская высокорожденная особа, супруга Луция Торквиния-старшего, была весьма искусна в толковании предзнаменований и предсказала своему мужу блестящее будущее. После смерти супруга она отстранила своего сына от власти с тем, чтобы царем стал ее зять Сервитулий. Истории, рассказанные о молодых Торквиниях и их женах, поистине удивительны. Жена Торквиния Великолепного, упрямая жестокая Тулия, не только направила свою колесницу на форум, переехав при этом тело своего мертвого отца, но и первая провозгласила Торквиния Великолепного царем. Одна из самых показательных историй, демонстрирующих различия обычаев этрусков и латинян, начало трагического предания Лукреции. Сыновья Торквиния Великолепного и их друзья из знатных римских семей предавались увеселениям недалеко от города. Однажды вечером разговор зашел о добродетели жен, и тут же решено было отправиться в Рим, чтобы посмотреть, что делает каждая из супруг в отсутствии мужей. Этрусских дам застали за роскошным пиршеством, где они весело проводили время со своими друзьями. В это время лишь Лукреция сидела дома со своими служанками и мирно пряла. То, что этрусские женщины пользовались в обществе относительной свободой, хорошо видно из настенных росписей в гробницах.
Женщины изображались обедающими со своими супругами. При этом чета возлежала на одном ложе. Они нередко присутствовали на играх, иногда занимая почетные места. Подобные вольности шокировали греков, которые не уставали рассказывать самые непристойные анекдоты об этрусской распущенности. Античный автор Феопомп, славившийся своим злоязычием, рассказывал о прекрасных этрусских женщинах, которые выполняли упражнения обнаженными, обедали с мужчинами, которые не являлись их мужьями, были невоздержаны в употреблении крепких напитков и столь неразборчивы в связях, что производили на свет детей, не зная при этом, кто является их отцом. Этрусские же мужчины не стыдились совершать половые акты публично. Более того, предпочитали гомосексуальные отношения. Плав также писал, что этрусские женщины не стыдятся зарабатывать себе приданное проституцией. Однако дошедшие до нас этрусские памятники свидетельствуют о том, что обвинение Феопомта – это не более, чем пересказ сплетен. Надгробные надписи полны гордости за семью, а изваяния любящих пар на саркофагах олицетворяют чистый идеал супружеской любви. Геродот пишет о жителях Ликии. Называют они себя не по отцам, но по матерям. Если кто спросит у другого, кто он, то сей ответит, что он сын такой-то матери, и припомнит имена матери ее и праматери. И если женщина-гражданка выйдет за раба, дети признаются благородными. Если же мужчина-гражданин имеет жену иноземку или наложницу, то дети почитаются негражданами. Так что в древности благородство мужчине могла дать только благородная жена. Поэтому этрусские женщины пользовались большим спросом. По словам Ливия, последними жителей Италии под защиту Рима попали вальсинцы, самые богатые из этрусков. Они предоставляли рабам скопом свободу и сочетались с ними браком. Вольноотпущенники воспылали мечтой о владычестве и прокляли своих бывших господ. Захватили город и присвоили имущество из жен своих господ, а самих их лишили крова и изгнали. Изгнанные пришли в Рим и с плачем высказали свои жалобы. Римляне отомстили за них и своей властью захватили город. Возможно, историки напрасно доверяют римской мифологию по поводу переселения сабинов в город Рим. Этрусские сабины были не только жителями Рима, но и его основателями. Дело в том, что Рим, как и все города древности, был строго районирован по народам, то есть сословиям. Да и сам принцип районирования Рима не является исключением из древнего правила. Это его знаменитые 7 холмов. На каждом холме, то есть довольно обширном районе, проживало определенное сословие. Вдохновленные примером римского народа благородного, низшие сословия во многих городах начали восставать. Причем за помощью они обращались к благородным римским легионерам, и те ее оказывали. Этрусский язык был запрещен, и говоривших на нем в общественных местах жестоко преследовали. Что оставалось делать этрускам и сабинам? Только одно – начать гражданскую войну. И она началась, но силы были неравные. Многие простолюдины переходили из войска этрусков на сторону римлян. Уже к этому моменту слово «римлянин» необходимо рассматривать как синоним политической принадлежности, как, например, республиканец. Вероятно, именно этруски обратились за помощью к галлам в начале IV века до нашей эры и разрешили им селиться на некоторых землях Этрурии, чтобы иметь под рукой гальскую армию. То есть галлы не грабили Этрурию, а просто прошли через ее территорию для войны с римлянами. Галлы разбили римских легионеров на голову. Те им выплатили контрибуцию, и галлы успокоились, а спустя десятилетия даже нашли общий язык с римлянами. Все повторилось сначала. Римляне начали теснить этрусков и сабин, жестоко их преследуя. Тит Ливий пишет: «С одними тарквиницами поступлено строго. Урон их в битве был весьма велик, но число пленных нам доставшихся еще больше.
Из них выбрано 358 человек из лучших семей. Они отосланы в Рим. Прочие пленные умерщвлены без всякого сострадания. Народ римский не менее строго поступил и с теми пленными, которые были присланы в Рим. Они были предварительно наказаны розгами, и потом им отрубили головы. И тогда началась повальная политическая мимикрия. Этрусские стали превращаться в римлян. Историки удивляются, что известные нам исторические деятели, этруски по происхождению, не оглядывались назад и не причисляли себя к народу, который уже сыграл свою роль на исторической арене. Это бесспорный признак неотвратимой гибели. Как писал Диодор, живший в первом веке до нашей эры, этруски утратили доблестную стойкость, столь высоко ценимую ранее, а вследствие своего пристрастия к пиршествам и изнеженным удовольствиям они лишились славы, которую их предки завоевали на поле брани. Это неудивительно. Объявить себя этруском в рассматриваемый период было равносильно смерти. Поэтому даже доверенное лицо Цезаря Августа Гай, сильный меценат, этруск по происхождению, имевший предков царского рода, не выставлял на показ свое происхождение и поддерживал деньгами одаренных римских поэтов и художников. Пойди теперь разберись, кого поддерживал меценат. Если этруски помалкивали, что они этруски, и выдавали себя за римлян, то есть не аристократов, а демократов. Исключением среди римлянившихся этрусков был друг Цицерона Авл Цицина. Правомерен ли такой вывод только на основании того, что Цицина изучал дисциплину этруска, науку толкования молний, а в остальном его поведение могло и не отличаться от истинных римлян? Судить трудно. Кто знает, может, через 1000 лет археологи будут гадать, что за народы такие были: дворяне, демократы, депутаты. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.